Всем привет, меня зовут Нина Заславская. Переходим к разбору первой работы. Сейчас вы видите на экране сообщение от моей подписчицы, которая испытывает проблемы при перманентном макияже губ. Ну и вот ее, собственно, работа, которую мы сейчас разберем. Это фото до клиентки. Как вы видите, у клиентки были филлеры, и губки такие не очень ровные, в ямках. Да, на таких губах действительно тяжело работать, и сейчас объясню, как именно нужно прорабатывать такие губки, чтобы избежать отека. Открываем следующую фотографию, на которой мы уже видим работу после, ну и сразу видны ошибки. Контур неровный, то есть если провести оси симметрии и обратить внимание на колонны фильтрума, они у нас прорисованы на разном месте, то есть арка Купидона не совсем равномерной получилась. Почему так произошло? Потому что во время процедуры, скорее всего, сразу мастер не так хорошо закрепила контур губ. И когда пошел отек, соответственно, контур поехал, мастер начал выравнивать во время процедуры и зашел уже за пределы губы. Вот чтобы такое избежать, обязательно нужно очень тщательно закреплять контур губ и постоянно проверять. Я вам показывала, кстати, видео, вы можете посмотреть, перейдя по ссылочке, и все-таки освежить знания, как правильно закрепить контур губ. И вообще во время процедуры вы всегда должны проверять ватными палочками каждый свой сантиметрик этого контура, чтобы линия обязательно была видна. В таком случае вы избежите какой-то асимметричности уже после схода отека. Ну и вообще такой лайфхак. Можете прикупить себе вот такую мазь глазную гидрокортизоновую, и она очень хорошо именно работает на контуре с отеком. То есть если вы видите при закреплении, что у вас губки начинают отекать, вы сразу наносите гидрокортизоновую мазь примерно на 5 минут, и губки прямо на глазах начинают уменьшаться, то есть отек начинает исчезать. Ну а вообще, чтобы работать без отека на таких бугристых губках, нужно работать мелким штришочком. Не нужно брать большой размах, потому что чем больше размах, тем больше вы подцепляете кожу и травмируете ее во время нанесения пигмента. Поэтому очень хорошенько растягиваем и меленько заполняем, постоянно возвращаясь к предыдущему участку. То есть я в процессе работы делю себе губки на сектора и постоянно возвращаюсь к предыдущему, проверяя, равномерно ли я уложила пигмент. Ну и вообще губки с филлерами, конечно, могут давать отек, особенно первых 2 месяца после инъекции. Поэтому первые 2 месяца после посещения косметолога не рекомендую клиентам приходить именно на перманент губ, потому что мастерам и сфоткать хочется красиво, поэтому я таких беру только по прошествии 2 месяцев, и губки не отекают. Еще один момент, чтобы избежать отеков: слизистую оболочку губ, то есть вот эту часть ближе к зубам, мы прокрашиваем в самую последнюю очередь, потому что именно эта часть дает больше всего отека. То есть мы все закрашиваем и в самый последний момент и на верхней, и на нижней губке прокрашиваем часть слизистой. И наша следующая работа, это уже работа другого мастера. Кстати, у мастера здесь тоже проблема с отечностью губ. Мы разобрали уже ошибки, которые не стоит допускать при перманентном макияже, чтобы избежать отека. Давайте резюмируем. Сначала закрепляем меленько контур, чтобы линию вы ни в коем случае не потеряли и губы у вас не поплыли. Мы работаем при очень хорошем натяжении, маленькими штришочками, и возвращаемся постоянно назад. То есть мы прокрашиваем какой-то определенный участок, допустим, сантиметр из уголочка, потом переходим к следующему, анализируем это все, выискиваем, пробелы есть или нет, и возвращаемся, сразу доделываем. Таким образом вы также будете работать без отека. Не нужно большими вот такими стежками опять же красить, потому что все-таки чем больше стежок, тем больше вы можете травмировать кожу губ. Ну и также я все губы на самом деле делаю единичкой, острая заточка, иголочка у меня, она быстрее входит в кожу, как в масло, и не царапает. Ну и также работа единичкой, не нужно прилагать множество усилий, чтобы проткнуть кожу губ и заполнить хорошенько пигментом, в отличие от каких-то пучковых игл. Например, кто-то работает троечкой. Там больше сопротивления от кожи, соответственно, вам нужно нажимать еще больше, и работа может быть достаточно травматичной. Я помню, в самом начале я пробовала работать магнумами, это такие лопаточки, знаете, вот так красила, как маляр, эти губы, и у меня даже кое-где бывали синячки, потому что действительно надо сильнее нажимать. Ну и посмотрим на эту работу. Да, мы видим, что контур кое-где выделяется, например, вот на этих участочек, а кое-где он совсем исчезает, например, на второй стороне
арки Купидона. То есть здесь, скорее всего, по заживлению будет такой размытый контур и форма не будет читаться. Ну и также можно просмотреть вот эти вот непрокрасы по слизистой. Напомню, слизистую мы красим в самом конце, но ни в коем случае не игнорируем, иначе по заживлению у вашего клиента будет эффект съеденной помады. Также присутствуют некоторые неровности по контуру, но это только лишь от того, что мастер не закрепил сразу четко контур. Это самое важное, контур, запомните. Переходим к следующей работе, и здесь абсолютно все наоборот. Вы видите, что контур выделяется, кое-где он достаточно даже очень жестко выделяется, так быть не должно. Если мы закрепляем контур, он должен выглядеть таким полупрозрачным волоском, он не должен в конце процедуры сильно выделяться, иначе на клиенте заживет обводка и внутри более светлая разукрашка. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Еще какие здесь ошибки? Вот посмотрите, здесь у нас уже конец рта, и хотелось бы немного плавнее свести уголочки на нет, то есть чтобы не было вот такой обводки. Все-таки красиво и подсобрано губки смотрятся тогда, когда наш перманент заканчивается за 1 мм до уголочка рта. Поэтому вот эти моменты нужно сразу прорисовывать даже при эскизировании. При эскизировании, опять же, можете перейти по ссылочке и посмотреть, как я делаю эскиз на губах. Я сразу намечаю вот эти уголочки комиссуры, то есть чтобы они у нас уходили в одну точку, и уголочек рта был очень аккуратный и красивый, то есть не вот такой. Ну что, следующая работа, и вы видите, какая сочная, вкусная фотография. Такие фотки сразу бросаются в глаза, поэтому я не перестану вас агитировать, можно так сказать, красиво фотографировать, прям заморачиваться с фотографиями. Кстати, эта фотка, сразу видно, что сделана на макролинзу. Я свои губы, точнее, не свои, губы клиента всегда фотографирую на макролинзу, потому что очень красивое размытие происходит кожи вокруг и выделяется прям губки то, что нужно. Но вы видите, какое красивое размытие здесь произошло. Есть небольшие недочеты, но они, кстати, не так и бросаются в глаза, когда вы фоткаете на макролинзу. Здесь какой недочет я вижу? Губки суховатые, понятно, можно немножечко увлажнять их после процедуры, чтобы не было вот этих кочек. Кстати, увлажнять можно очень классным средством, которое называется трифолан. Это медицинский вазелин. Он не дает вот этого дешевого блеска, как там одно время был тренд жидким стеклом, каким-то таким слоем вазелина мазать, чтобы все стекало вот так, как масло. Это не очень красиво и не позволяет разглядеть вот эти все складочки на губах, ваш прокрас, работу в целом. Конечно, у меня тоже было такое, что я подверглась этому дикому влиянию и мазала всем губы своим клиентам жидким стеклом. Был такой тренд, все мазали этим жидким стеклом, но потом до меня, конечно, дошло, что это не очень эстетично смотрится. Поэтому можете для работ использовать мазь трифолан, очень классно. В последнее время, опять же, вот такие сухие губы я обязательно смазываю трифоланом и уже фотографирую. Здесь какая ошибка? Здесь видно, что немножко неравномерно прорисована арка Купидона, то есть она практически ровная. Можно бы было сделать небольшую выемочку, даже если клиент хочет сгладить эту арку Купидона, но все-таки небольшой прогиб такой должен быть, чтобы смотрелось это красиво, эстетично и форма губ была красивым бантиком. Ну и небольшие недокрасы по слизистой. А в целом мне очень работа нравится, самое главное, сфотографировано просто шикарно, мастер молодец. Ну и заключительная работа тоже очень красивая, но вот если бы сфоткано было на макрокамеру, было бы гораздо красивее. Кстати, когда фотографируете губки, просите клиентку чуть-чуть приоткрыть рот. Я даже беру вот так за подбородочек клиентку и сама пальчиком отодвигаю нижнюю губку, чтобы форма была такая более вкусная и красивая. Когда губы вот так сомкнуты, тем более не на макролинзу сфоткано, не очень, так сказать, продающе смотрится. Хотя работа в целом очень хорошая. Есть небольшие недочеты, ну как же, я же не могу не придираться. Но это на самом деле все только для вас, чтобы вы совершенствовались в своих работах. И всегда мы знаем, все мы учимся на наших ошибках. К сожалению, не всегда мы их видим, поэтому на это есть я. Вот, посмотрите на эту работу. Все равномерно, все супер прокрашено, цвет хороший, но вот здесь, например, мы видим
выделяется такой яркой полосой контур. Если вы хотите там выровнять форму губ, скорее всего у клиентки была асимметрия, и где-то там добавили, все-таки сглаживайте вот этот момент от контура вниз, ближе к слизи, чтобы ни в коем случае контур не выделялся яркой полосой.